Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом выпуске я расскажу ваш гороскоп на октябрь 2023 года. Присаживайтесь поудобнее, наливайте что-нибудь вкусненько, а я буду рассказывать. Ну что, водолеи, пришло для вас время поистине перемен. Время новых событий, время, когда необходимо внедрять нечто новое, время, когда на небе будет происходить движуха и в вашей жизни тоже, время, когда необходимо браться за то, что давно хотелось и не моглось реализоваться, то, что не получалось. Вот оно, пришло время для вашей глобальной, мощнейшей реализации. Напомню, что первая половина месяца будет такая достаточно шатковалка. И я же вам планирую в этот момент завершать старые проекты, завершать то, что давно маячит под глазами, то, что не дает стимул к развитию, да, то есть просто понять, простить и до свидания, да. При этом то же самое у вас, скорее всего, будет в вашей личной жизни. Будет сложно выстроить любовные отношения, коммуникация пойдет из ряда вон, будет ощущение абсолютной непонятости друг друга, да. Поэтому здесь не жестите, оставьте время, все вернется на круги своя, и это время наступит буквально уже со второй недели октября, уже отношения вернутся к своему обычному руслу, и все пойдет, как и было раньше, да. Если же вы решите расстаться, как говорится, оставить точки над «и», то главное, чтобы ваше это решение было осознанно, не вот такое вот типичное водолейское. Вот все, гори оно серым пламенем, да? Нет, здесь обязательно должно быть вам понятно, почему вы расстаетесь, то есть ваши отношения не приводят ни к чему, или почему они не приводят ни к чему, для того, чтобы потом не было грустно, больно и печально, потому что все-таки некоторые отношения вернуть нельзя, чтобы потом это, как говорится, не было таким большим осознаванием гигантской ошибки в своей жизни, да? Поэтому любое ваше решение должно быть осознанным, то есть необходимо его понимать, почему вам с этим человеком не по пути, да? Спросить самого человека. И это такой момент, я бы так сказала, взрослости, да? Это касается личных отношений, любовных отношений. При этом партнерская сфера в работе тоже будет сломана коммуникация, она будет идти не так, как вам бы хотелось, будет ощущение непонятости, как глухой телефон, и от этого будет, конечно, сбиваться работа. Здесь, товарищи водолей, запаситесь терпением, во второй неделе октября все вернет на круги своя, и работа войдет в свое же русло. Что хочу сказать еще. В середине октября Плутон развернется как раз-таки в знаке вашего второго управителя, да, и здесь на поверхность начнут всплывать все те проекты. То есть вы сами будете понимать, что та работа, которую вы не доделали, забросили, считали, что она не нужна, и что она вообще не ведет к развитию, что она не соответствует вашим, я бы так сказала, амбициям, да, вы поймете, что вы ошибались, что зря вы это забросили, просчитайте, что эти проекты могли бы быть и выигрышны при ваших должных усилиях. То есть, дорогие водолеи, для того, чтобы внедрить что-то мощное и интересное в этой жизни, необходимо понимать, что необходимо прилагать усилия. Усилия достаточно такие сложные. С вашей точки зрения, конечно, еще необходимо креативное мышление для внедрения вообще чего-либо в жизни, да? Поэтому в середине октября ситуация поменяется, ваш взор упадет на то, что вы забросили, то, что вы не реализовали, вы вспомните те проекты, которые вы хотели бы реализовать еще, откроется, как говорится, у вас такое чутье и озарение с вас не зайдет, и вам станет понятно, куда вы, более-менее понятно, конечно же, при высокой осознанности сразу становится понятно, и вы внутренне ощущаете, что даже без моего гороскопа, да, что пришло то время как раз-таки начинать действовать, да. А те люди, которые, естественно, сложно, водолеи, которые не живут по своему водолейскому солнцу, да, иногда бывает нужен гороскоп для того,
чтобы, ну, понять, куда идти, как маяк, да, вот мне недавно написали, это как фонарик, который подсвечивает темную дорогу, да, где взлет, а где падение. Поэтому пользуйтесь, применяйте в жизнь, да. Советую вам, дорогие водолеи, во второй половине октября как раз-таки у нас будет с вами коридор затмения, его открывает солнечное затмение 14 октября, это будет новолуние, воля, конечно, еще будет очень слаба, но действовать уже можно. И коридор затмения закончится 28 октября, это будет полнолуние. И как раз таки в эти 2 недели я планирую сама и вам рекомендую внедрять в жизнь все, что давно хотелось, все, за что руки не брались, что было отложено в долгий ящик, все, где не хватило честолюбия, осознанности, где не хватило вот этой внутренней энергии, я бы так сказала, воображения, да, то есть где вы сами себе решили, что это не имеет права на жизнь, но на самом деле это не так. Поэтому в эти 2 недели будет очень мощная энергия на небе. Проекты, которые вы запустите в это время, будут иметь развитие. Они будут развиваться активно в 2024 году, а в 2025 году, когда кармические узлы поменяют знак, эти проекты примут мировой, глобальный, массовый такой масштаб. Да? Поэтому, дорогие водолеи, не тяните до 2024 года. Почему я всем знаком говорю, да, не тянуть до 2024 года и внедрить вот сейчас, вот в этот момент, да, вот в это окошко, потому что в 2024 год он у нас будет високосный. Если вы внедрите, сделаете эту работу сейчас, то в 2024 вы войдете уже, ну, не с самого начала, да, то есть вы уже будете в развитии, то есть у вас еще есть запас времени для того, чтобы выстроить структуру своей работы, структуру своих действий. И здесь, конечно, это очень классно понимать, потому что, войдя в 2024 год, а високосные года у нас всегда славятся мощными глобальными событиями, которые обычно людей из колеи выкашивают, да, и здесь получается такая неразбериха. Вспомним 2020, когда пришел ковид, как все испугались, и все, что хотелось реализоваться, просто было убрано в долгий ящик там, до других каких-то времен, и на поверхность всплыли все страхи, переживания, обида, агрессия даже, да. Поэтому не тяните до 2024 года, внедряйте сейчас, для того, чтобы потом понимать, что, ну, вы уже идете туда, куда вы хотите. Да? То есть нарисуйте себе глобальный план реализации, масштабный проект, обязательно с вашим креативным мышлением. Особенно если этот проект создан для того, чтобы улучшать жизнь людей, для того, чтобы изменить этот мир к лучшему, для того, чтобы реализоваться не просто самому, а реализовать собой как можно больше людей. Естественно. И я вам говорю только за, внедряйте. И мы вам всем скажем спасибо, водолеи, потому что нам необходимо ваше как раз-таки дружелюбное вот это мышление, вот это всеобщий креатив, нестандартное мышление в этом мире. Другие знаки зодиака не могут похвастаться таким вот воображением, да, то есть с таким подходом, такой легкостью. С долей, конечно же, пофигизма, да, с долей, конечно же, умения раствориться в своих проектах и настолько отдать свою душу этому на какому-то проекту, да, для людей, для человечества. Поэтому, дорогие водолеи, вы нам нужны. Вы нам нужны осознанные, вы нам нужны в реализации, вы нам нужны для того, чтобы создать что-то новое и интересное. Потому что есть знаки, которые просто создают мощный фундамент. И на основе этого фундамента строятся те самые проекты, которые имеют душу. Поэтому, дорогие водолеи, не надо стесняться. Открывайте свое водолейское солнышко. Вот и солнышко мне снова светит. Поэтому перестаньте стесняться, перестаньте сидеть в кожуре, выходите из своих внутренних переживаний, своих внутренних страданий, от того, что вы не признаны. Вы будете признаны. Главное, больше открывать свое сердце и понимать, что да, не все проекты имеют место жить, да, не все проекты идеальны, идеальных нет. Нет ни идеальных людей, ни идеальных стран для проживания, ни идеальных проектов. Естественно, везде есть ошибки, и эти ошибки необходимо находить и понимать, как эту ошибку переделать в возможность. Поэтому, дорогие водолеи, я надеюсь, ничего нового для вас не сказала. Если же сказала, и вы поняли, это вообще прекрасно. И я здесь для этого, для того, чтобы как раз таки подсветить тот путь, куда вам необходимо идти.
Ну что, Водолей, таким будет для вас октябрь месяц. У меня выглянуло солнышко, значит и у вас выглянет солнышко обязательно. Не переживайте, что что-то не получается. Переживайте, что бросили и не доделали. Необходимо приложить старания, необходимо приложить душу и свое видение. Именно так это требует от вас ближайшие события, события, которые будут происходить, события октября месяца. Необходимо ваше креативное мышление, нестандартное видение всего в этом мире и ваш определенный подход. Поэтому, дорогие водолеи, не стесняйтесь, но переживайте, если вы решили что-то бросить. Знайте, что та информация, которая идет к вам в руки, к вам в голову, она необходима. Если же она идет тяжело, если же знания даются тяжело, то это говорит о том, что эту информацию, наоборот, необходимо познать. Да? Как говорил Ван Гог, я рисовал только для того, чтобы внутренний голос перестал мне говорить, что ты не умеешь рисовать. Да? Поэтому, дорогие водолеи, обязательно поймите свои слабые стороны и сделайте упор на них. Именно это поможет вам совершить тот большой скачок и тот большой прорыв в вашем развитии. Дорогие водолеи, это был ваш гороскоп на октябрь 2023 года. Спасибо, что досматриваете видео до конца и оставляете комментарии. Очень люблю их читать. Если же у вас остались вопросы, оставляйте их под этим видео, я обязательно на них также развернуто отвечу. Спасибо вам большое и увидимся в следующем ролике.